Рынок ТВ-приставок на Android является одним из наиболее динамичных и быстро развивающихся. Каждый месяц выходят новые модели ТВ-приставок от различных производителей, и становится все труднее быть в курсе изменений, происходящих в этих полезных устройствах. В этом видео я хочу познакомить вас с новыми моделями ТВ-боксов, которые появились в продаже относительно недавно. Здесь будут как очень дешевые модели, так и достаточно дорогие. Поэтому смотри это видео до конца и сделай правильный выбор. Начнем с самого доступного варианта. Приставка T95Z Plus, стоимость которой стартует от $25 за младшую по памяти версию. Приставка очень простая и подойдет для не слишком навороченного телевизора, где более дорогие приставки все равно не смогут раскрыть свой потенциал. Базируется T95Z Plus на чипсете Elviner H618, который звезд с неба не хватает, но воспроизводит видео вполне исправно. В YouTube без подтормаживаний идут видео в качестве 2К 60 кадров в секунду или 4К 30 кадров в секунду. Также в 4К можно смотреть фильмы как с внешнего накопителя, так и онлайн кинотеатров или торрентов. Приставка поддерживает вывод звука в Dolby Digital и DTS и умеет выводить HDR. В остальном это очень простая приставка. Интернет как по кабелю, так и по Wi-Fi выдает в районе 100 мегабит в секунду. Есть USB 2.0 разъемы для подключения внешних накопителей и картридер microSD. Главной фишкой бокса является работа на новой операционной системе Android 12. Также можно отметить внешний экранчик, куда выводится время и некоторая другая информация, и симпатичная подсветка, которую можно настраивать из системы. Буквально на пару баксов дороже, но значительно интереснее выглядит Tannix W2. Модель базируется на нормальном современном чипсете M-Logic S905W2 с аппаратной поддержкой современного кодека AV1. Приставка легко тянет любые видео в 4К 60 кадров в секунду, как с накопителем, так и онлайн, например, в том же YouTube. Ее можно использовать для просмотра IPTV, в том числе и в качестве 4К. Есть поддержка многоканального звука Dolby Digital Plus. Весомым преимуществом перед конкурентами является отсутствие значительного нагрева даже под серьезной нагрузкой. Температура процессора не превышает 60-65 градусов. По интерфейсам имеет поддержку Wi-Fi 5 и 100 мегабитный LAN-порт. Для внешних накопителей предусмотрен скоростной USB 3.0. Но самым большим преимуществом, на мой взгляд, является возможность установить прошивку Slimbox с интерфейсом ATV, которая существенно расширит возможности этой коробочки. Еще один потрясающий ТВ-бокс, который можно смело рекомендовать к покупке, это обновленная версия популярного UGAS X4. Я в основном использую именно ее. Эту модель UGAS X4Q Cube. Немного изменился дизайн, теперь форма стала более квадратной, а антенна спрятана внутри корпуса. Также изменилась комплектация. Теперь в коробке вы найдете классный Bluetooth пульт с поддержкой голосового поиска, но самое главное изменение это наличие лицензии DRM Vadvine L1, которая позволяет смотреть легальные кинотеатры в максимальном 4К качестве с поддержкой HDR, многоканального звука и тому подобное, например Megago и Кинопоиск HD. В остальном это тот же UGAS X, M-Logic S905X4, Wi-Fi 5, гигабитный LAN и тому подобное. Прошивка также в особом представлении не нуждается, так как считается наиболее функциональной в мире ТВ-приставок. Разница между версиями Pro, Cube и Plus только в количестве памяти и соответственно цене. Смело рекомендую эту приставку, все ссылки будут в описании. X96 также получил очередное обновление, и его название разрослось уже до абсурдного X96 Max Plus Ultra. А по факту мы имеем обычный бюджетник на обновленном M-Logic S905X4 с поддержкой AV1. Он без проблем воспроизводит высокобитрейтное видео в 4К 60 кадров в секунду. Подходит для просмотра торрентов и IPTV. Крутит YouTube без пропуска кадров и вообще хорошо справляется со своими основными задачами. По звуку имеет поддержку Dolby Digital Plus, за интернет отвечает Wi-Fi 5 модуль и 100 мегабитный LAN. Серия X96 всегда славилась кастомными прошивками. Не исключением стала и X96 Max Plus Ultra, на которой уже можно установить ATV или AOSP от команды Slimbox. Тем не менее, приставка имеет определенные проблемы со стоковым охлаждением, и для нормального использования требуется ее доработка.
поэтому данную модель рекомендовать я не могу. Haca Mini – приставка, которую можно рассматривать для более современных ТВ. Начнем по порядку. Приставка базируется на холодном современном чипсете S905U4 с поддержкой кодека AV1. Думаю, в следующем году все новинки будут выходить с поддержкой этого кодека, но пока это не так, и конечно стоит обращать на этот момент особое внимание, так как кодек уже давно используется многими стриминговыми сервисами. Приставка не греется и легко крутит 4К с онлайн кинотеатров и даже торрентов. Бокс работает под управлением системы Android TV, которая в свою очередь базируется на Android 11. Также он комплектуется классным Bluetooth пультом с поддержкой голосового поиска, а еще приставка получила сертификацию Google и получила Chromecast. И это еще не все. Приставка имеет лицензию Netflix, а еще Prime Video и Disney. Она официально работает с этими сервисами в максимальном качестве 4К с поддержкой HDR и многоканального звука Dolby Digital Plus. Хороший Wi-Fi 5 модуль с поддержкой диапазона 5 ГГц, наличие версии с 4 ГБ оперативной памяти и возможностью организовать AFR через приложение TV Q Action делает Haca Mini довольно интересным решением за свою скромную стоимость. До идеала не хватает только гигабитного LAN, здесь, к сожалению, только 100 мегабит. На мой взгляд, это одна из лучших приставок, которая вышла в 2022 году. Наравне с UGAS X4Q. TOX 2 стала настоящим провалом, и от этого производителя уже никто ничего не ждал. Однако TOX 3 повторяет успех хитовой TOX 1 и по многим моментам существенно ее превосходит. Новинка перешла на актуальную платформу M-Logic S905X4 с поддержкой AV1. При этом она стала гораздо холоднее и даже при просмотре тяжелых фильмов с торрентов не греется больше 60-65 градусов. Это, конечно, круто, так как у первой модели были определенные проблемы с охлаждением. Еще хочется отметить отличный Wi-Fi 5 и в реальных тестах скорость превышает 300 мегабит. Если этого мало, то к вашим услугам гигабитный LAN-порт. Приставка воспроизводит любой контент в 4К, как онлайн, так и офлайн, в том числе и с высоким битрейтом. Есть поддержка многоканального звука вплоть до Dolby Atmos и DTS HD. Но самое крутое — это, конечно же, прошивка. Она базируется на Android 11 и содержит огромное количество крутых штук, вроде самбо сервера или полной поддержки AFR, включая дробные частоты. Есть даже просчет AFR по нажатию кнопки, как у более дорогих UGAS. А если вы хотите Android TV, то запросто можете накатить ATV модуль через Magisk. В общем, TOX 3 реализовали огромный потенциал, но при этом мы получили адекватный ценник. Скажем так, TOX 3 это более доступный клон UGAS X4. Кстати, можно еще и сэкономить и взять TOX 3 Lite, который отличается лишь меньшим объемом оперативной и постоянной памяти. Перспективная новинка на чипсете M-Logic S922 со стоимостью менее $100. Это самый дешевый бокс на такой платформе, да и к тому же он не обделен остальными составляющими, а именно хороший Wi-Fi 5 с поддержкой технологии MIMO, гигабитный LAN-порт, памяти 4 на 32 гигабайта. При этом получаем интересный металлический корпус с информативным экраном и классный комплектный Bluetooth пульт с функцией аэромышки и голосовым поиском. Есть поддержка многоканального звука вплоть до Dolby Atmos, есть поддержка HDR10+. Что же с ним не так? Ну, во-первых, здесь залочены частоты, поэтому для игр он не подходит. А во-вторых, стоковая прошивка пока далеко от идеала, хотя, насколько мне известно, над этим уже работают. Последняя новинка сегодняшней подборки – Beelink GT King 2, которая работает на мощном флагманском чипсете M-Logic A311D2, оснащен Wi-Fi 6 модулем и гигантским объемом оперативной памяти 8 ГБ. Звучит неплохо. 8-ядерный процессор с графикой Mali G52 отлично подойдет для игр. Для этих же целей у приставки хранилище на 64 ГБ. В AnTuTu связка набирает более 220 тысяч баллов, то есть можно запускать все мощные игры с хорошими настройками графики. В плане видео тем более все в порядке. Беспроводные интерфейсы современные. Wi-Fi 6 модуль, гигабитный интернет, Bluetooth 5.0. Проблема у этого бокса одна. Он невероятно дорогой. И тут у меня возникает вопрос, а зачем он нужен, если заплатив в 2 раза меньше, например за UGAS X4Q Pro, или в 4 раза меньше за TOX 3, вы получите в плане медиа возможностей все то же самое,
а в плане прошивки даже больше. Belink GT King 2 это неплохой, но дорогой бокс, который можно купить только если вам больше некуда потратить деньги и вас сильно впечатляет дизайн данного ТВ-бокса. Напиши в комментариях, какой ТВ-бокс в 2023 году ты считаешь лучшим, а в этом видео еще много интересных моделей, поэтому обязательно посмотри.